The ceremony is about to begin. Церемония начинается. Wake up! Проснись. В городе Париже в начале июля я столкнулся с ним, когда играл в прятки. Он рвал свои стихи, пил дешевые виски и плакал. Тебе хорошо, Джим? Тебе понравилось? Все, как ты рассказывал? Его поджидала смерть, и он знал об этом. Джим Моррисон умер в 1971 году. Но музыка Doors существует и по сей день. Это отдельная вселенная. Ее невозможно повторить. Она не поддается расшифровке, как иероглифы неизвестной цивилизации. Но ее можно слушать. И если вы действительно ее услышите, написанное иероглифами станет неожиданно ясно. И вы узнаете, что написано это было про вас. Имя? Джим. Род занятий? По-моему, сейчас, особенно в Штатах, ты должен быть либо политиком, либо убийцей, либо рок-звездой. Квинтэссенция американской рок-звезды — это Джим Моррисон. В то время он был самым красивым мужчиной в Голливуде и, наверное, на всей планете. Я король ящерица. Я все могу. В какой-то степени вот и Битлз, и Дожди, наверное, это вот главные люди там, в 60-х годах. В 1965-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 70-м годах существовала группа Doors. Они пытались зайти как можно дальше, а вместе с собой утащить и зрителей. Особенно Джим. Он все время был на грани. Каждый парень хотел быть на него похожим. Кто понимает, пусть поднимет руку. И каждая девушка хотела лечь с ним в постель. Моррисон — это мой вообще любимчик. Джим был как страшный крик с той стороны вселенной. Скажем так, я проверял границы реального. То, что он делал на сцене, предвосхитило всех панков. Только тогда его за это не раз судили. Сейчас же это нормальное явление. Такое необыкновенное и более неклонируемое сочетание такой чистоты и романтики, и буйства. Такого больше не будет. Это ты. Вечно молодой. С очень странной судьбой. Джим был шаманом, одержимым своим видением мира, безумием, жаждой жизни, всепоглощающим пламенем искусства. После смерти Джимми Хендрикса и Дженнис Джоплин ему пришло письмо. Боже мой, будьте осторожны. Джимми и Дженнис умерли. Мы так за вас беспокоимся. Он посмеялся, потом шутил. Сначала Дженнис, теперь Джимми. Что ж, вы пьете с номером 3. Ключевое событие в детстве Джима, которое, как он считал, его сформировало, произошло, когда ему было 4 года. Семья ехала из Альбукерке в Санта-Фе, и они увидели по дороге ужасную аварию. Фургон, полный индейцев, перевернулся, и повсюду лежали их окровавленные тела. Моррисон верил, что дух одного из этих индейцев, шамана, вошел в него и в нем остался. Джим Моррисон родился в маленьком городке Мельбурн во Флориде 8 декабря 1943 года. Его отец был адмиралом военно-морского флота и был представителем власти, против которой Джим бунтовал. В подростковом возрасте яркий ученик становился все более агрессивным в школе и дома. Его отец, очень строгий человек, пытался сломить сопротивление Джима. 60-е характеризуются конфликтом поколений. Не хочу преувеличивать, но Джим — ярчайший пример этого конфликта. Его родители не знали, что делать с таким ребенком, как Джим.
Понятия не имели. Что они все здесь делают? Ненавижу людей. Это обычный подростковый кризис. Дети вырастают и говорят: слушайте, мир вовсе не такой пушистый и добрый, как говорили мама и папа. В нем есть что-то темное, зловещее и опасное. И у Джима это отражалось во всем, что он делал. Настроение, в котором я обычно пишу, это нечто, мрачность. Ну, знаете, такое бывает, когда ты не дома. Знаешь многое, но ни в чем не уверен. По-моему, в классе в 8 он прочитал «Вой» Аллена Гинзберга. Подумайте, сколько ему было лет? Никто не читает такие вещи в 8 классе. Никогда. Именно тогда он обнаружил волшебное сочетание этого литературного жанра с музыкой и алкоголем. Мне нравится уют родного дома. В 19 лет неспособность Джима вписаться в стереотипы привела его к конфликту с законом. Его арестовали за то, что он украл шлем из полицейской машины, сопротивлялся при задержании и устроил пьяный дебош. Некоторые бунтуют, потому что им нечем заняться, но Джим был особенный и в добре, и в зле. В алкоголе Моррисон нашел прекрасное топливо для своего пыла бунтаря-одиночки против полиции, против своего строгого отца и против всего остального. Там был один человек, который утверждал, что можно проклясть Бога молитвой. Мне кажется, разрыв с родителями сильно отразился в его стихах. Он пишет как отчужденный, глубоко одинокий человек. Невозможно проклясть Бога молитвой. Повзрослев, Джим уже не хулиганил. Его отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал военным. Вместо этого Джим отправился в Калифорнию и поступил в киношколу Калифорнийского университета. Привет. Привет. Что, двери не нашел? Пустая трата времени. Я шел за тобой с пляжа. Шел за мной? Зачем? Потому что ты та самая. В его жизни была только одна женщина. Памела Карсон. Имя, род занятий. Памела Моррисон, декоратор. Они познакомились в Венеции еще до образования группы. Она была с ним до самого конца. А Джим называл ее мировой супругой, писал о ней песни. И несмотря на всю бурность их отношений, он всегда возвращался. Потому что я поэт, а ты моя муза. Реймонд Дэниел Манзарек родился 12 февраля 1939 года. В Лос-Анджелесе мы были студентами и кинематографистами. Я хотел заниматься серьезными драматическими художественными фильмами, а Джим больше склонялся к экспериментальному кино. Ницше сказал, великие свершения должны вершиться под маской устрашения, чтобы память о них навеки сохранилась в умах человечества. Моррисон. Это классно. Неординарно и поэтично, в духе года. Этот мир таит в себе жажду власти и ничего более. С большой претензией, Джим, и несколько непоследовательно. Танцующие девушки, нацизм, мастурбация. А дальше? Я ухожу. Не думаю, что у него была большая любовь и потребность снимать фильмы. Его первой любовью была поэзия. Однажды на пляже ему встретился студент киношколы Рэй Манзарек. Я сидел на пляже, а Джим опустился рядом со мной и погрузил руки в песок. Я с кино завязал. Чем еще занимаешься? Пишу песни, стихи. Все такое. Может, споешь? Я стесняюсь. Перебирая в пальцах мелкие песчинки, он запел Moonlight Drive. Let's swim to the moon. Let's climb through the tide. И когда я услышал «Давай доплывем до Луны, давай оседлаем прилив, давай проберемся в вечер, чтобы спрятать в нем свои сны», я подумал: о, это нечто совершенно новое. Черт, прекрасная лирика, чувак. On our moonlight drive.
словами Тимоти Лири, которым мы все болели в то время. Это психоделика. Ты сам написал? Еще есть? Целая куча. У меня в голове уже концерт созрел. Я это прям вижу. Давай создадим группу и заработаем кучу денег. Название уже есть. Doors. Ты о дверях разума? Книга Хаксли? Двери восприятия? Дурь. Классно. Это цитата из Уильяма Блейка. Когда очищаются двери восприятия, все видится в подлинном свете. Гениально. Мне нравится. При первом проблеске Эдема мы бросились к морю и встали там, на берегу свободы, в ожидании восхода. Эй, мистер осветитель, немедленно приглуши свет. Раз, два, три. Имя? Робби Кригер. Род занятий? Гитарист. Первый же день, как мы собрались, мы ощутили наш потенциал. Прямо как Роллинг Стоунс. Думаю, мы оказались правы. Ваше имя? Джон Денсмор. Род занятий? Перкуссионист. Поэзия и рок-н-ролл воедино? Да, я хочу с ними играть. Они создали группу, и Джим начал петь. Они назвали себя Doors. Давайте попробуем. Ля минор, си минор — это джаз. Время мешкать прошло. Нет времени сидеть в трясине. Останемся и проиграем. И наша любовь станет пиром смерти. Дашь мне несколько минут? Мне нужно придумать какое-то вступление. И, кажется, ангелы моего подсознания подсказали мне этот мотив. А потом так. Джим, автограф дашь? Ну, не знаю. Куда тебе его поставить? Куда хочешь. Стихи Моррисона к рок-песням вскоре привлекли внимание местной публики. Они стали домашней группой «Whiskey A Go-Go», баре с сомнительной репутацией, где их застенчивый солист часто выступал спиной к публике. Повернись, пусть они тебя видят, Джим. Джим так нервничал, что не мог смотреть публику. А потом все изменилось, и его невозможно было остановить. Отлично. «Whiskey Go Go». Джим придумал эту партию. Мы никогда ее не слышали. И впервые исполнили ее в «Виски», где был полный зал. И он заставил всех слушателей на мгновение замереть. Не было слышно ни звука, кроме этого. Убийца проснулся до восхода солнца. Мы думали, боже, что он сделает? А Джим продолжал. Он надел ботинки, выбрал себе в античной галерее лицо и пошел по холлу. Это конец. Что он имеет в виду? Отец. Yes, son. Я хочу убить тебя. Неужели он говорит о смерти? Мама. Я хочу тебя трахнуть. До Джима никто в рок-музыке еще не пел о таких личностных вещах, как отношения со своими родителями. Выключите его. Это не «Облади, облада». Что происходит? «The End», песня об эдиповом комплексе, это Фрейд. Она полна мистики. Он ненормальный. Он великий артист. И от очевидцев я узнал, что когда он исполнил эту песню впервые, он спел ее в клубе «Виски». Вся культура того времени была потрясена. Эта музыка ориентирована на психологическое восприятие. Там, где вы видите стену, вы видите дверь. Doors поют о смерти, хаосе и революции. Я не знаю, отвратительно ли это или странно, но мне это кажется прекрасным.
Это владелец Elektra Records. Он подписал с Джимом контракт именно благодаря подобным выступлениям в Виске. Выметайся отсюда. Никто здесь не будет трахать мать. Вы, ребята, это просто Бертольд Брехт, это кабаре, рок-н-ролл. Я вообще потрясен. Хотел бы прямо сейчас ехать с вами в студию. Мистер Моррисон, вы хотите записать альбом? Конечно. А почему бы и нет? Я не знал их. Для меня это была просто очередная группа. В дверь вошли The Doors. Мы вошли в студию с материалом на 2 альбома. У нас было около 30 отличных песен. Большинство были очень неплохие. Джим пришел в студию совершенно неопытным. Мой любимый микрофон, Telefunken 47, я показал его Джиму, и он был потрясен. Он сказал: «Ничего себе! Это микрофон Фрэнка Синатры». И я понял, что он большой поклонник Синатры. Мне хотелось бы написать песню, выражающую настоящую радость. Этакий праздник жизни или восхода солнца. Когда мы заканчивали этот альбом, то понимали, что записали отличную пластинку. Но никто не знал ни о влиянии, которое она окажет, ни об успехе. Это классический альбом. Совершенный альбом. Не могу больше ничего сказать. Мы создаем не альбом, а себя. Диджей местного радио сказал, что у него требует Light My Fire. Я поставил ему эту песню. Он сказал, что ее придется сократить для сингла, что это хит. Мы сказали, что не можем этого сделать. Но все-таки мы сдались. И последовал настоящий прорыв. Однажды Джиму Моррисону задали вопрос: «Откуда в вас такая интенсивность?» И он ответил: «Так чувствует себя тетива лука, которая 22 года была натянута до предела, и вдруг ее отпустили». В конце июля 67-го Light My Fire стала хитом №1. Думаю, что если учесть то время, для лета 67-го это была идеальная песня. Бунт продолжается. Было сожжено 1400 зданий. Неудивительно, что «Зажги огонь» на первых местах. Это была Америка середины 60-х, такое неспокойное время для страны, там война во Вьетнаме, массовое употребление ЛСД, там марихуаны и так далее. Все это сдвинуло, конечно, сознание людям. Битлз пели «Все, что вам нужно, это любовь». Дорс пели «Зажги во мне огонь». Дорс были янь для инь власти цветов. Та же любовь, но совершенно иная. Помню, как я был в Нью-Йорке, ехал в лимузине на концерт. И Light My Fire крутили каждые 3-4 минуты. Она звучала на всех радиостанциях. Сюда, мистер Салливан. Они называются Doors. На данное время их сингл «Зажги огонь» самый популярный в стране. «Зажги огонь», так? Да. Они не ваш обычный типаж, но, думаю, они отлично впишутся. Все будет хорошо. Когда они стали популярны, их песни превратились в хиты, группу пригласили на шоу Эда Салливана. Шоу Эда Салливана — та передача, где впервые появились Битлз. Его смотрели семьями по воскресеньям. Ребята, а почему бы вам не изобразить улыбки, да пошире? Нет смысла быть серьезными. В тексте Light My Fire было слово «кайф». И ребят попросили его не петь. Нас просили не петь строчку про балдеж. Прямо из Лос-Анджелеса, Калифорния, дамы и господа, Doors. И вдруг маленькая Салли наклонялась к экрану, чтобы посмотреть на короля-ящерицу. Со звуком порядок? Ты знаешь, что я лгу. Если я сказал тебе: «Бэби, больше нам уже не вставит». Он сказал. Он произнес это по национальному телевидению. И отец понимал, что так нельзя. Что он делает? Что это? Боже, не снимайте! Отвернитесь! Там же видно его штуку! И как только отец говорил «нельзя», она бежала в магазин скупать все пластинки Doors. Ты все испортил, подонок. Ты никогда не будешь работать у Салливана. Отлично.
Глория Стейверс сделала те известные фотографии. Они ввели его в мир моды. Энди, это Джим Моррисон из всемирно известной группы Doors. А это Энди Уорхол, познакомьтесь. Нам так нравится ваша музыка. Как дела, Энди? Попав в круг знаменитостей, Джим стал изменяться. Он стал другим. Он становится более странным, более загадочным. Чаще всего я испытываю тяжелое, мрачное чувство. Как будто кто-то находится вне родного дома. Джим многое пережил. Когда я с ним познакомился, он принимал психоделики. И, как и многие, пробовал их еще и еще, чтобы узнать, как далеко он может зайти. На самом деле, я представляю себя тонким, умным, ранимым существом с душой клоуна, который все портит в самые ответственные моменты. От наркотиков Джим все больше и больше переходил к алкоголю. У него были ирландские корни. Дай ему двойной, тройной. Представь себе меня и Моррисона в одном фильме. Два крутых ирландца. Два задира и пьяницы в одном фильме. Да, я буду режиссером. У Денниса Хоппера получилось, у меня тоже получится. Джима я знал как человека, готового проверить все установленные людьми ограничения. Разбить машину. Смотри, там легавые. Где? Тормози. И заявиться пьяным в полицию. Интересно, сойдет ли им это с рук? Сошло? Делаем. Мы трое будем режиссерами. Придумаем настоящий дорожный триллер, черно-белый, и назовем «Зеро». Какого черта? Ты что, рехнулся? Убирайся отсюда. Джим сказал мне: знаешь, я могу взять эту бутылку и швырнуть ее в зеркало. Она разобьется, а я не почувствую ни малейшего сожаления. Ты так можешь? Я ответил: нет, мне станет не по себе. И тогда я понял, что где-то в глубине Джим социопат. Какой у тебя номер комнаты? Потом скажу. Если ты рок-звезда, то помимо этого статуса у тебя есть и другие льготы, множество поклонниц. Я слышу рев толпы. Давай. Давай. У нас был чердак, куда складывали старые софиты и другое оборудование. Там было где покувыркаться. Ему хотелось секса в разных странных местах. И я говорила: я отрываюсь с Джимом Моррисоном. Секс в последнюю минуту, когда толпа уже ждет и скандирует его имя. Ты слышишь их? Ты слышишь? Они ждут тебя. И когда шоу уже начиналось, он говорил: ну ладно. И потом он спускался по лестнице прямо на сцену. Что вы здесь делаете? Ничего. Тогда выходите, за кулисами стоять запрещено. Вы знаете, кто это? Я из группы. Выходите. Выходите отсюда быстро. Кажется, что в жизнь Джима не может проникнуть любовь. И ему недостает этой любви. Он вытащил газовый баллончик и брызнул мне прямо в глаза. За то, что я занимался со своей девушкой тем, чем он хотел бы заняться, но у него есть только пистолет. Он ищет эту любовь. И, может быть, поэтому совершает необдуманные поступки. Нет, говорите, уважаемый. Мистер Моррисон, вы зашли слишком далеко. Вы нарушили все нормы приличия. Вы арестованы. Слышали? Пошли с нами. Из документальных материалов видно, что Джим был в шоке от этого ареста. Он такого не ожидал. Он вообще не предполагал, что такое может случиться. Он певец, и вдруг арест. Но это случилось. Затерянные в римской пустыне боли, все дети сходят с ума. Как подмечены черты поколения любви. Возможно, так и есть.
Хотя группа в популярности не уступала Битлз и Бобу Дилану, его пьянство и антисоциальное поведение уже совершенно вышло из-под контроля. Оно воткнуло клин между ним и остальными музыкантами Doors. Поначалу мне казалось, что как исполнители мы всех затмили. Да, я любил успех, деньги. Но когда мы играли, рождалась какая-то магия. И я заметил, что она исчезает. Видел, как Джим разрушает себя. Но вместо того, чтобы смягчить свои выходки, сигарету, он винил в своих проблемах имидж рок-идола, созданный его фанатами. Думаю, Джим хотел быть поэтом. Но не так-то легко получить признание или жить, зарабатывая стихами. Особенно в нынешней Америке. Немногим людям удавалось этого добиться. По-моему, для Джима рок-н-ролл был своеобразной платформой для начала своей поэтической карьеры. Джим, конечно, по-своему пытался быть человеком эпохи Возрождения, который не думает о ремесле. Я никогда не видел его без книги в руках. Он всегда что-то читал или писал. Он смотрел на свое увлечение рок-н-роллом как на временную остановку, ведь он был поэт и писал серьезные стихи. Он хотел издать книгу своих стихов и был уверен, что это дело времени. Да, только на выступлениях Джим мог читать стихи, которые не были в сущности песнями. Мы никогда не мешали ему, он делал, что хотел, и обычно это срабатывало. Преступники живут на берегу озера. Дочь священника влюбилась в змею, что живет в колодце у обочины дороги. Проснись, девочка, мы почти дома. Да, утром мы увидим врата. Вечером войдем мы в них. Конечно же, мы, Джон, Роб и я, всегда считали его поэтом. Иначе мы бы не играли в одной группе. В 1969-м, чтобы доказать это, он сам публикует небольшую книгу своих стихов и посылает копии своим друзьям. Но реакция была более чем ошеломляющая. Как вам нравится, что вас называют куклой Барби? Думаю, когда такое говорят, это отсутствие мышления. Поскольку он был красавчиком и харизматической личностью на рок-н-ролльной сцене, критикам было сложно воспринимать его поэзию серьезно. А что вы думаете насчет ужасных отзывов по вашей книге поэзии? Думаю, ее не поняли. Знаете, первая реакция была негативной. Официальное литературное сообщество не приняло рок-звезду, и это вызвало напряжение. В некотором роде его примитивность являла им некую угрозу. Она бросала им вызов. Как может рок-н-ролльщик, скучающий по сцене как ненормальный, быть серьезным поэтом? В развитой словесной культуре может быть трудно оценить простоту его лирики. Его незамысловатые рифмы, они не всегда ценились и понимались. Отчаявшись быть принятым как серьезный поэт, Моррисон решил разрушить свой звездный имидж. У парня выросла борода, словно у русского Распутина. Он стал просто волосатый сукин сын. Он здорово набрал в весе, частично из-за того, что все время пил, но также ему стало некомфортно жить с этим имиджем молодого сексуального рок-н-ролльщика. Я просто хочу отдохнуть. Растолстеть, не ездить, ничего не делать. Просто быть. С таким пузом выбора у тебя нет. Что плохого быть большим млекопитающим? Зверем, вместилищем. Когда на него начали смотреть как на пьяного дурака, его это ужасно расстроило. Джим хотел быть на сцене диким и необузданным. Он не хотел выглядеть глупцом. Ты как сытый сонный удав. Для рока нужно быть в напряжении. Рок умер. В него больше никто не верит. Я буду писать стихи
и снимать кино. Памела уговаривала его стать поэтом, переехать в Париж, порвать с рок-н-роллом и Голливудом. Мне кажется, главным образом это и ускорило его саморазрушение. Да это полная ерунда. Ты уже все перепробовал. Славу, баб, деньги. Что ты будешь делать, когда музыка кончится? Когда ты так заплывешь жиром, что не сможешь забраться на сцену. Дальше что будешь делать? Плевать в окно? Всегда возникал вопрос, кем он будет, Джекилом или Хайдом? В кого он превратится? В тихого ученого-эрудита или же обезумевшего пьяного пилота-камикадзе? Он предложил воплотить в реальность изречение Уильяма Блейка: «Путь излишеств ведет во дворец мудрости». Джиму всегда нравилось изучать людей, исследовать пределы их чувств. Ему было интересно, как долго будут его терпеть окружающие. Он пытался надавить на все эмоциональные рычаги, выяснить, где ваша стена. Ты думаешь, все они хотят только пару автомобилей и дом? Ошибаешься. Знаешь, чего они хотят? Ну скажи, ты правда хочешь узнать? Да, скажи. Чего-нибудь духовного. Вот чего они хотят. Чего-нибудь духовного. Манзарока спросили однажды. Моррисон был отличным шоуменом. Так было с самого начала? Или вы работали над этим? И он ответил: Джим никогда не был шоуменом. Быть шоуменом – дешевка, кому это надо? Джим был шаманом, он был поэтом. Он метался и прыгал по сцене, потому что он чувствовал музыку. Если вам нужны шоумены, идите на сегодняшние группы. Но если вам нужно шаманское переживание, психоделическое переживание, тогда смотрите Doors. Что касается искусства и театра, я считаю, что должна быть абсолютная свобода для артиста и исполнителя. Эй, Джим! На пике своей славы Doors внезапно рухнули на землю. Отправной точкой стал концерт в Майами в ноябре 1969 года. Джим был пьян. Накануне он видел представление в Лос-Анджелесе, где все артисты были голыми. Я думаю, он решил проверить границы. Я лишь помню, что там было огромное количество людей, шоу выдалось отвратительным. Мы действительно плохо отыграли, потому что Джим был пьян. Пароход был полностью закрыт, потому что распространитель продал несколько дополнительных мест. Мы вышли на сцену, было безумно жарко. Сцена шаталась. В жаркую ночь 69-го в Майами Моррисон перешел еще одну черту. На этот раз вбив клин между собой и теми, кто сделал его звездой. Своей публикой. Он был эпатажным. Он привык делать своих зрителей частью шоу. Вы готовы? В этом он опередил свое время. И это всегда привлекало на его концерты зрителей. Они знали, что будет всегда интересно. Это все равно, что пойти посмотреть на необычного зверя. Чтобы я больше не видел этого дерьма. Я надеру тебе задницу, приятель. Люди ожидали увидеть выступление чудака, а не просто хорошую группу под названием Doors. Все вы просто кучка гребаных рабов. Сколько вы думаете, это еще продлится? Сколько вы будете позволять им помыкать собой? Джим сказал: хватит, зачем вы сюда пришли? Вы пришли не за музыкой, не за старым добрым рок-н-роллом. Пошел ты, чувак. Верно, именно так и надо. Вы пришли, чтобы увидеть что-то чудаковатое, что-то невероятное, чего вы никогда не видели. Адольф Гитлер жив, и он живет в Майами. И что мне делать? Хотите, покажу вам мой... Я говорю о любви. Любви, любви, любви. Я говорю о том, чтобы мы с тобой любили. Он разделся, пританцовывая, закрывался одной рубашкой. Джим приговаривал: я вам покажу чудака. Я люблю тебя. Давай, милая. Хочешь увидеть?
Достану его для тебя и потрясу. Вот вам. Смотрите, видели? И то убирал рубашку, то вновь ей закрывался. Да, я увидела. Позвольте сказать, Джим не выставлял никакие части. Ни законов, ни границ. Хотите трахаться? Выходите сюда. Это ваше шоу. Да. Мне кажется, то, что произошло в Майами, было массовой галлюцинацией. Люди видели змей, но никаких змей там не было. Но они их видели в своем воображении. И все, что Джим Моррисон делал, им показалось. Прорывайся на ту сторону. Мы тут и там искали свои удовольствия, выкапывали свои сокровища. Разве ты не помнишь все наши попытки пробиться на другую сторону? Вы видите, как воздействует его творчество на людей. Мозг уже не поддается умозаключениям. Ты становишься участником действа. Да, Джимми произвел впечатление. Через несколько дней после того концерта Моррисона обвинили в непристойном поведении, хотя многие заявляли, что штанов он не снимал. Ребята ничего не видели, они смотрели на свои инструменты. А Джим не помнил, был он или не был, делал или не делал. Он был обвинен в непристойном поведении на сцене. Был выдан ордер на его арест, и впереди замаячила угроза тюрьмы. Когда Джим отправился делать снимок для ордера, знаете, крутили его голову в разные стороны, полицейский сказал: мы разберемся с твоими длинными волосами. И я держу пари, Джим испугался. И мы все за него боялись. Хочу обратить внимание присяжных на тот факт, что на Бродвее сейчас исполняется мюзикл под названием «Волосы». Актеры там раздеваются и нагими выходят на сцену. Возражение, Ваша честь, данный пример неуместен. Принято. Когда у вас подростки от 9 до 14 лет доведены до такой крайности, нужно действовать немедленно. То, что произошло, было обычно для Майами. То же самое показывали в стриптиз-клубах. В Вудстоке было полно нудистов, в комиксах нещадно ругались, в клубах было полно пьяных вокалистов. И адвокат Джима Макс Фэнк призвал присяжных поглядеть на эти выступления, за которые почему-то судят одного Джима. Джима отпустили, ведь у них не было никаких доказательств. Дело тянулось 2 года. Дорс временно запретили выступать. Джима обличала пресса и американские моралисты. После Майами все переменилось. Джим хотел добиться успеха на ином поприще, поэзии и кинематографе. Кожаные штаны были выброшены, им на смену пришли просторные брюки. Икона приобрела черты падшего ангела. Не стало динамичного Адониса прошлых лет. Он решил снять с себя статус рок-звезды. 3 или 4 агентов умоляли Джима приехать в Голливуд, чтобы сняться в фильме. А еще его поэзия, которой он серьезно занялся. Джим собирался выпустить сборник. И все это происходило одновременно. Однако главной оставалась музыка. У гитариста Робби Кригера спросили однажды. Говорят, что Моррисону было очень тяжело от того, что он жил музыкой, а остальные члены группы предпочитали нормальную жизнь. Он ответил: мы все жили как нормальные люди. У меня была девушка, дом, Порш, который потом украли. Я ездил на рыбалку, играл в теннис, как все такое. А у Джима не было дома. Он жил в мотеле или просто засыпал там, где оказывался в данную ночь. Он все время думал только о песнях и предпочитал оставаться один, наедине со своей записной книжкой. Я думаю, он считал, что он больше вовлечен в творчество, чем остальные мы трое. Чтобы жить так, нужно быть совершенно одержимым. Это тонкая черта. Понимаете, нужно все-таки иногда думать о чем-то, кроме работы. Когда умерли Джимми Хендрикс и Дженнис Джоплин, Джим забеспокоился и сказал, что он следующий. Джим всегда говорил такие вещи. Джеймс Дуглас Моррисон, я приговариваю вас к 6 месяцам принудительного труда в тюрьме округа. И за публичное оголение
приговариваю вас к 60 дням того же. После чего вам надлежит пробыть 2 года и 4 месяца на замечании. Ваша честь, у меня есть апелляционный иск на $50 000. Прошу оставить мистера Моррисона на свободе. Рок-сообщество не оказало ему никакой поддержки. Ничего, остались в стороне. А Роллинг Стоунс чуть ли не врагом его объявили. Им-то в какой-то мере это было выгодно. Меньше конкуренции, меньше скандалов. Это ведь было не с ними. Они пытались сохранить свое лицо, встали на сторону общественного мнения. Когда умерли Джимми Хендрикс и Дженнис Джоплин, Джим забеспокоился и сказал, что он следующий. Джим всегда говорил такие вещи. Думаю, у меня нервный срыв. В некотором смысле это был конец эры хиппи. И люди не знали, как жить дальше. Они привыкли к тому, что было. Вседозволенность надоела. Она вела к чрезмерности. Пойдем. Идем, оставим это место. Ты и я, милый. Да, мы можем. К тому времени они закончили свой последний альбом. Должен признать, что вышло неплохо. Особенно для 4 парней, которые друг с другом даже не общаются. После LA Woman Джим понял, что больше не может ничего создать в этом виде искусства. И у него выдалась идеальная возможность уехать из Лос-Анджелеса. Еще один шаг. Нет, 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 нет. Я хочу жить. Я хочу жить с тобой. Памела уговаривала его стать поэтом, переехать в Париж, порвать с рок-н-роллом и Голливудом. Мне кажется, главным образом это и ускорило его саморазрушение. Джим не мог просто пройти по улице даже с бородой, его постоянно узнавали. Думаю, такое давление подтолкнуло его к тому, чтобы уехать из Лос-Анджелеса. Так ты будешь жить в Париже? Да. Буду неизвестным, напишу книгу. Наблюдение американца, выпущенного на поруки в Майами. Было ясно, что он не вернется. Джим был не из тех, кого можно было привлечь деньгами, хитами или призывами «Эй, ты снова станешь звездой». Его это не интересовало. Я делал музыку с самим Дионисом. На сцене у нас были моменты, которых не будет ни у кого. Бросай наркотики, Робби. Джим подарил своим друзьям по группе «Американскую молитву». Он тайно ее напечатал. С Рождеством. Мне кажется, он начал думать, хорошо, я возьму себя в руки. Может быть, в Париже я напишу несколько новых вещей, смогу заявить о себе как о поэте, уйду от того, что доставляет мне неприятности. В общем, начну сначала. Разве может быть лучшее место для поэтического вдохновения, чем Париж? Я смогу открыть новые дороги для своих размышлений. Он хотел собраться с мыслями. Правда и то, что он признавался друзьям. Я уезжаю, потому что не знаю, чем должен заниматься. Я не знаю, кто я и кем хочу стать. Он не бежал от каких-то врагов или обстоятельств. Скорее, он хотел уединиться от друзей и популярности. Он сказал мне как-то утром, когда мы шли по коридору отеля на завтрак: «Я надеюсь, что мои стихи вспомнят, когда все закончится». Мы ведь снова встретимся. Каким-то странным образом. Может, вместе снимем фильм черно-белый. Indians scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Джим, тебе еще надо успеть на самолет. Да. Моррисон прилетел в Париж 12 марта 1971 года. Приехав, он несколько дней провел в отеле Георга V, встретился со своей подружкой Памелой Корсон, которая уже 3 недели ждала его в Париж. Памела и Джим прожили здесь 4 месяца. Пристань для бывшей рок-звезды.
В то время Джим занимал эту спальню с видом на двор и проводил здесь много времени. Джим писал и в одиночку исследовал Париж. Он царапал на листках, сочиняя свои последние стихи. В Париже, городе света, он написал свое стихотворение «Оглядываясь назад». Оглядываясь назад на свою жизнь, я был сражен почтовой открыткой. Снимки пропали, с афиш мое имя пропало. Я не вспоминаю об этих временах. Я ложный герой. Бог сыграл со мной шутку. Джим уже несколько недель во Франции, и тут он уступил демону алкоголя. Он напивался в барах латинского квартала, надеясь, что это поможет ему справиться со скукой и одиночеством. К сожалению, он был алкоголиком, причем в худшей форме. Он пил постоянно, без перерыва. Он доводил себя до самоубийственного состояния. Но я не помню, чтобы кто-то из нас сказал ему: «Эй, парень, ты слишком много пьешь». Никто из нас не сказал это. Мы были так молоды. Мы не понимали, что в 27 лет можно умереть от алкоголизма. Догорает пламя свечи. Мы в конце пути. Мы пытаемся понять, что же будет сейчас. Он написал письмо оттуда. Отель, 18 мая 1971 года. Как дела? Передавай всем приветы и постарайся приехать сюда. Подпись: Джим. Постарайся приехать сюда. Я понимаю это так, что ему было одиноко в Париже. Думаю, он замкнулся в себе. Знаете, слава имеет свою цену. Она может не удовлетворять, но к ней привыкаешь. И это правда. Ты привыкаешь ко всеобщему вниманию. Джим очень к нему привык. И в Париже, где его никто не узнавал, я уверен, ему было одиноко. Он чувствовал себя в изоляции. Он позвонил мне. Я был последним членом группы, которому он позвонил из Парижа. Он хотел узнать, как обстоят дела с нашим последним альбомом «Лос-Анджелесская женщина». Я сказал ему, что все в порядке. Ему хотелось сделать еще одну запись, он намеревался вернуться обратно. В городе Париже в начале июля я столкнулся с ним, когда играл в прятки. Он рвал свои стихи, пил дешевые виски и плакал. Он был странным, потому что, с одной стороны, был молод, полон проектов, а с другой стороны, он сжигал себя. Он едва держался. Это последняя запись Моррисона за 16 дней до своей смерти. Well, I'll tell you a story of whiskey and mystics and men. Da-da-da. And about the believers and how the whole thing began. Da-da-da. We must try to find a new answer instead of a way. Da-da-da. Did you get all that? Ты все записал? Yeah. Да. Все, Джим. Пойдем чего-нибудь поедим. Не зная того, Ален Роне сделал последние фотографии Джима и Памелы. Они выглядели счастливыми. Его поджидала смерть, и он знал об этом. Памела сидела на героине еще до того, как они приехали в Париж, так что... Все эти годы Пэм чего только не попробовала, и в конце концов начала принимать героин. Что касалось Джима, то вообще-то он этого не одобрял и не мог с этим смириться. Надеюсь, ты не возражаешь? Но в ту ночь то ли ему пришла идея попробовать раздвинуть границы, то ли повлияла его депрессия. В последнее время он был очень задумчивым. Как бы то ни было, он попробовал героин. После многочасовой попойки Джиму стало плохо. Он решил принять ванну. Крикнув Пэм: «Ты еще там?», он умер. Другие считают, что Джим провел ночь накануне смерти в ночном клубе и там умер от передозировки. Испугавшись обвинения в его смерти, хозяева ночного клуба перенесли его в квартиру и положили в ванну. Париж, 3 июля 1971 года. Город начинает медленно оживать
и Памела Курсон внезапно просыпается. Джим? Джим, это ты? Она находит его без сознания, в ванной. Давай, вылезай отсюда. Мама вытрет тебя. И перестань шутить со мной. Слышишь? Перестань. Сначала она подумала, что он ее разыгрывает, потому что он делал это постоянно. Она стояла рядом и ждала, но он не шевелился. Он не шевелился. Джим Моррисон, один из самых выдающихся певцов своей эпохи, умер в 27 лет. Его лицо, изрытое траншеями сомнений, успокоилось, покрылось слоем мела. Я спросил в упор: куда ты собрался? Он шепнул: на небо. Тебе хорошо, Джим? Тебе понравилось? Все, как ты рассказывал? Очень быстро мы поняли, что он мертв. Спасателям даже не пришло в голову, что перед ними Джим Моррисон. В свидетельстве о смерти написано, что он умер от сердечной недостаточности. Власти не нашли здесь повода для судебного расследования и не потребовали вскрытия. Он не болел, не лежал в больнице, не попал в аварию. Просто взял и умер. Мы с Робби почувствовали что-то вроде... Это правда? 7 июля в 9 утра Джим Моррисон попал в иное царство и присоединился к своим любимым поэтам и писателям Аполлинеру, Ла Фонтену, Прусту и Оскару Уайльду. Памела прошептала стихотворение, написанное Джимом. Ночь пришла со своим пурпурным легионом. Выходите из палаток и снов. Завтра я попадаю в город своего рождения. Я хочу быть готов. У меня было много вопросов по поводу смерти Джима, и они остаются неразрешенными до сих пор. Так как Билл не поднял гроб и не взглянул на Джима, поползли различные слухи. Помню, Рэй сказал: может, он не умер? Я могу допустить, что такой сумасшедший, как Джим, мог инсценировать свою смерть. Запросто. Знаете, все эти разговоры о том, что Джим сфальсифицировал свою смерть и распустил все эти слухи, были потому, что он сам говорил об этом. Я всегда считала, что настоящее доказательство его тайны — это вера многих, что, может быть, он действительно не умер. Так сделал Рэмбо. Он написал свои великие вещи, когда ему было 18-19, и затем скрылся в Африке. Джим Моррисон говорил, что тоже хочет так сделать. Некоторые до сих пор считают, что Моррисон инсценировал свою смерть и до сих пор живет где-то, свободный от образа, который так ему мешал. This is the end, beautiful friend. Сегодня миф о нем продолжает жить. Со всего света фанаты и почитатели приезжают на его могилу, чтобы почтить его память. Через 20 лет после его смерти родители Джима Моррисона написали на его надгробной плите по-гречески: Джеймс Дуглас Моррисон, верящий в своих демонов. Как правило, художник чувствует жуткое несоответствие между тем, каким он представляет себе мир, и тем, каким мир является на самом деле. И разница это всегда отрицательная, то есть ломки от этого жуткие. Хочется сделать вот что-то такое, чтобы это состояние уравновесить, просто вернуться в себя, перестать психовать там и так далее. Видимо, для этого вот люди там шкафы поджигают и на балконы вылезают. Думаю, Джим был настоящим молодым бунтарем. Он видел, какой ад окружал нас. Мир, гармония, счастье, любовь, психоделика, радоваться жизни, заниматься любовью. Вот какой должна была быть наша жизнь. Это дети свободы. Это же все происходило в этот период прорыва осознания.
Взлет, восторг, то есть такая, я могу, правда. Оно очень быстро заканчивается. Ментально. И потом, если выводы не делаешь, то все, штопор. То есть пике и... Вы знаете, все его песни были как полет. Полет трагический. Полет, который приводит к тому, что он разбивается о землю. Он работал для других и ничего не просил взамен. Кроме того, чтобы люди читали его стихотворения. Я ценю его не за пьянство, а за то, что он всегда балансировал на грани. Кто-то же должен это сделать за нас, трусов. Вы знаете, его песни, они, наверное, всегда будут настоящим, да, не боюсь этого слова, настоящим искусством, потому что они шли от самого сердца, из глубины души. Пусть он не всегда вел себя так, как подобает людям, я имею в виду интеллигентным людям, приличным, которые привыкли жить правильно в обществе. Но его песни, они оправдывают все его поведение, потому что иначе они были бы другими.